Привет товерам! И сегодня я расскажу про самые лучшие карты, которые можно получить без доната. Итак, начнем с оружия. Первое, что нас здесь встречает, это Декстер. И почему же он хорош? Ну, во-первых, Декстер дает много атаки и упорства, но самая главная фишка Декстера это то, что вы покупаете в магазине события годовщины его еще Т2, но потом вы можете апать его на каждый тир выше и выше, вплоть до Т8, Т9. То есть, по сути, вы купили его один раз, и потом играете с ним аж до момента, пока вы не дропнете товку, например. Также у нас карта в перчатку, призрачный эльф. То же самое, что и Декстер, дает атаку, дает упорство, и также может апаться вплоть до Т8, Т9. В будущем, я думаю, их даже выше можно будет апать. Теперь другие карты, перчатку, я бы выделил норм, потому что эта карта при максимальном роле дает неуяз на 3 секунды, что как бы в PvP очень полезно, и во многом PvE контенте это также полезно. В оружие я бы также выделил Сирена, потому что просто очень комфортная карта, у нее есть и щиток с ускорением, и урон хороший, и немоту она дает, и замедляет, также она дает атаку в статах. В общем, все, что нужно у этой карты есть. Также неплохая карта Милая Ягодка, потому что изначально она Т3, но ее можно апнуть на Т4, и благодаря этому она будет помимо атаки давать еще и упорство. То есть это просто хорошая карта в плане статов. Много атаки и упорства. Дальше, продолжая тему годовщины, есть еще очень хорошая карта в Талисман, это Шерил. После обновы сейчас это очень сильная ДПС карта, 8% игнора защиты, 7% урона казни, плюс атака, упорство. В общем, карта имба, обязательно покупаем. Дальше, среди карт в Талисман, которые можно получить без доната, хорошие это Ластия и Гестия. В них круто то, что так как ваши атрибуты растут со временем, они дают все атрибуты в процентах, импакт от этих карт также будет увеличиваться со временем. То есть, например, изначально Гестия мне давала примерно 3-4% урон X. Сейчас, если я ее снимаю, то у меня падает сразу 7% урон X. То есть, чем дальше идет игра, тем эти карты становятся сильнее. Теперь в шапку. В шапку я бы выделил две хороших карты. Это Земляной Дракон, голдовая карта, но она дает 5% урон боссу, поэтому довольно хорошая карта в PvE на долгое время. Пытаемся купить, у кого ее нету. И также карта Кровекрыл. Если вы лакер, то вам может повезти, и она вам может просто дропнуться, например, с сундука. Кровекрыл вообще очень сильная карта, 8% урона по целям с дебафами, атаки много дает. Так, дальше у нас карты Вармор. Здесь я бы выделил, наверное, сначала Фехтовальщика. Это карта, которую вы можете получить начиная с 45 уровня, дает 4% урон боссу. То есть для PvE довольно хорошая карта, тоже на долгое время, на early game. И выделил бы карту Фардис. Фардис тоже будет у вас лутаться примерно начиная с 50 уровней. В мейн-слотах они у меня стояли примерно до 101 уровня. Теперь еще долго будут стоять в саппорт-слотах. При максимальном роле карта дает 8% урона по целям с дебафами. Для саппорт-слотов они дают по 3% урона с дебафами, что тоже довольно хорошо. И теперь по поводу более актуальных карт, которые я бы выделил, это Стивен. Это уже Т4 карта, она дает упорство. Также она дает 6% урона по целям с дебафами, 4% урон X и 1% атаки. Стивен также играется довольно долго. Плюс потом, когда в мейн-слотах появятся карты посильнее, Стивен никуда не исчезнет, он просто перейдет в саппорт-слоты. В саппорт-слотах он сильнее, чем Фардис, чем Металл, чем Кити и так далее. Также выделил бы неплохую карту, это Демон Гоблин, 14% урона целям с высоким ОЗ. Довольно неплохо, плюс дает упорство, потому что это Т5 карта. Ну и для ПВПшников бонус 5% точности. Ну еще весна. Я бы не сказал, что это какая-то прям хорошая карта, скорее это просто карта, которую вам придется брать от безвыходности в начале, так как контент будет требовать, чтобы у вас было много игнора защиты, для того, чтобы вы могли наносить много урона и закрывать его. И кроме весны, вам негде будет брать много игнора защиты. Поэтому весну вам в любом случае придется собирать. Так, ну в принципе на этом все. Если это видео было полезным, ставьте лайки. Также пишите в комментариях, если хотите увидеть подобный разбор по поводу донатных карт. Увидимся в следующем ролике.